Приветствую и доброго времени суток всем, кто меня видит и слышит. С вами, как всегда, Гарги, и это уже 7-я серия города, в котором меня нет. Погнали! かきむしって忘れない傷をつけてるんだよ Фуджинома Сатору, вы арестованы за убийство и покушение на убийство с помощью поджога. Ну да, на этом мы и остановились в прошлый раз. И там где-то рядом это сволочь-извращенец или кто это вообще? Вечно у злодеев красные глаза. Это он. Ничего не кончено. Нет, не кончено. Я не могу. Сейчас сдаться. Это правда был очень трогательный момент. Эй! Вернись. Вернись. Всего раз. Давай, врубай, Прошу, врубай отмотку, давай. прошу. Вернись! Кажется, он отмотал. Он отмотал. Заметили сверху другие эти черные линии стали? Это знак того, что он в прошлом. Это такой прием кинематографичный. Они в музее. Он отмотал до музея. Я рада, что решилась прийти сюда. Я тоже. Рад. Вы представляете его сейчас психологическое состояние, а? Сатору! Хиназуки! Привет. Я освободился пораньше. Простите за задержку. Это парень. К слову. Мы не помешали? Ну, конечно, нет. Так, Хиназуки? Да. Нужно все изменить. Сатору прям джентльмен. В этот раз наверняка. Да. Именно теперь. Любым способом и без малейших колебаний. Другого шанса не будет. Это мое последнее возрождение. Умираю с голоду. Может, перекусим? Я без денег. А мне дали карманные. Может, акономияки поедим? Да! Отлично, Сатору. Быстро на сей раз Кстати, переключился. Сатору, прочел книгу, которую я тебе давал? А ты давал эту «Меняющийся книгу? человек». Пол. Меняющийся человек? А, прости, еще не прочел. Не припоминаю. 18 лет назад он не давал мне книгу. Она очень интересная. Прочти, когда вернешься. Этот козел мелкий не делает никогда Я дома. ничего без намека. С возвращением, Сатору. Погоди немного, ужин почти готов. Что случилось, Сатору? Чего застыл? Неужто с Каю поссорился? Нет, все нормально. Даже более чем Ясно. все нормально. Более Ладно, давай есть. чем. Его возвращение в прошлое это мои самые любимые моменты. Прости, мам. Запомни мои слова. Вообще-то, в Уэна можно доехать без пересадок. И как мне это понимать? 29 февраля 88-го. Всего день до того, как Хиназуки Кайо станет первой жертвой серийного убийцы. Этот день я переживаю 3-й раз. Сатору такой смелый. То же самое он сказал в прошлый раз, пусть и на день позже. Уже На доанализирует. этот раз я не стану колебаться. Я бы вообще напротив ее дома засел Кенни, бы и... ты прости. Кажется, я потерял твою книгу. Вот, Сатору, мы можем поговорить в коридоре? Насчет книги не волнуйся. Ее не существует. че? Сатору, сперва позволь сказать. В последнее время, как бы сказать, ты был слишком серьезен. И меня это радует. Раньше ты притворялся, что тебя волнуют другие, хотя это не так. Делал все, чтобы поступить правильно. Хитрый. Но сейчас ты нравишься мне больше. Правда, теперь меня терзает один вопрос. И какой же интересно. Сатору, кто ты такой?
Тебя как будто подменили. Всегда есть тот, кто со стороны все поймет. Вернее сказать, твою личность. Я понял это в тот день, когда увидел, как ты смотришь на Хиназуки. Я давно заметил синяки на ее теле, но ничего не мог сделать. Почему? Интересно. Я всегда просто наблюдал со стороны. В то же время ты сказал это прямо у меня на глазах. Будто говорил, вот что надо было делать, тем самым обвиняя меня. Сатору, кто ты, черт дери, такой? Я... Супергерой! Вернее, хочу им стать. Сказал вслух. Тут единственное, что он... Ну, это правда дурацкий ответ. Все-таки ты, Сатору. Я бы тоже оборжался. Кенья. Хиназуки могут убить. Я знаю, кто ее избивает. Клянусь. В этот раз я ее спасу. Сатору, тебе незачем чего-то добиваться, чтобы стать героем. Ты уже им стал. Позволь мне помочь. Я тоже хочу им стать. Вот Супергероем. что-то мне это не нравится на самом деле. Мне казалось, ты ненавидишь Хиназуки. Сложно принять такого же, как ты. Да, я ненавидел ее. Но что-то в ней меня привлекло. Кажется, я понимаю. Сатору, Кенья. В коридор с ведрами. Супергероям часто тяжко приходится. Я не понял сейчас с И не ведрами. говори. Мне нужно кое-куда зайти. Хироми, Кенья, Хиназуки, подождите меня в игровом центре. Ладно, хорошо. Завтра 1 марта. Все, погнали. Хиназуки будет в безопасности, если не останется одна в парке. Всё, супер. Важнее 2 марта. Да. Наш день рождения. Нужно обеспечить Юки алиби. Слушай. Точно. Юки, спальня твоего отца внизу? Да. Окна выходят на главную улицу. А что? Ну, да так, подумал, что ночью там шумно. А не то чтобы... Ладно, еще одно. Юки, ты знаком с Хиназуки Кайо? А что? А что ты так С сейчас... недавних пор она часть нашей компании. Понятно. Неудивительно, что я не видел ее несколько дней. А я сейчас не понял, а что он так психанул? Вот как! Молодец, Кайо! Это чтоб его просто супер! Я впервые услышал, как Юки ругается. Пока, Сатору. Пока. Пока, но... Но пока. Наверняка настоящий убийца видел его рядом с Хиназуки и решил свалить все на него. Юки, потерпи. Я предотвращу убийство. Ну ладно, посмотрим. Хиназуки! Кенья! Хироми? Прости, Сатору. Мы зашли сюда. Сатору, давай с нами! Да уж, втроем в реверсе не сыграть. Нужно смотреть в оба. Подобные изменения могут привести к тому, что мне не удастся предвидеть события 2 марта. Странно. То есть это уже изменение, но почему? Я дома. День рождения. Раз, два. Сатору! Хиназуки! С днем рождения! 1 марта было днем X, но оно прошло так же, как и в прошлый раз. Супер. С сегодняшнего дня начну менять будущее. Я кое-что забыл в То школе. есть он до этого все сделал так, Сейчас как в пойдешь? прошлый раз. Это настолько важно? Счастливо. Я веду себя странно, но сейчас это не Это важно. пофиг. Забей.
Там что, с шины спустил? А, все ясно. Он специально... Надпись «Я убью тебя». Последний штрих. Уважуха. Эй, что такое? Эй, кто это сделал? Теперь полиция этой ночью обеспечит Юки алиби. Покажись. Ага, за матерью следит. За матерью Хиназуки. Остановить ее. Так. Только бы уберечь от нее Хиназуки. У него грустное лицо какое-то. Только бы И что, убить ее снова? убрать ее. Сумку. Не стоит, Сатору. Худо будет, если она умрет. Если тебе за это достанется, ты уже никому не поможешь. Вот дает. Сатору, последние пару дней я следил за тобой. До чего он дошел, а? И видел, как ты стараешься спасти Хиназуки. Поэтому решил, что ты в опасности. Спасибо, Кенья. Просто я считаю, что для Хиназуки этот день опаснее всего. Сатору, ты ведь наверняка уже что-то предпринял. Ну, много чего. Что именно? Ну, сделал так, чтобы к чьему-то дому подъехала полиция. Я решил, Кенья, помоги мне. Сделаем так, чтобы полиция спасла Хиназуки от ее матери. Я вот боюсь, Кенни не подосланный, Сам а? знаешь, проблемы будут. На то и надеюсь. Ты понимаешь, чем это может обернуться? Кенья, я кое-что решил. Сейчас я думаю об этом. Плевать, совершу я преступление или меня поймают. Вот уже до этого парень дошел. Пускай даже посадят. Пускай даже посадят. Что бы со мной ни случилось, это лучше смерти Хиназуки. Не делай ничего противозаконного, Сатору. Не то мать расстроится. Ну, тоже. Нет? Думаю, наоборот. Чё? Она скажет, молодец. Издеваешься? Да, наверное. Ну, точно Ладно, не скажет я тебе помогу. спасибо, если ты кого-то убьешь. Но вот Я провожу Хиназуки. он уже вот до этого дошел. Давай. Мы с вами приберемся. Отлично, идем. В этот раз я надел куртку с перчатками перед выходом из дома. Фуджинума, Хиназуки, слушай, не против, если я тебя украду? совсем дурак. Да? Это все, о чем я думаю. Он не хочет ее пускать домой. Я знал, что ты согласишься. Ну, а то. Эпизод 7. Неуправляем. Но он снова испытал сильный психологический стресс, но каким-то образом он смог вернуться назад. Не совсем точно определив время, но он смог отмотать. Причем он это сделал, когда сам захотел. Значит ли это, что он потихоньку научится управлять этой способностью или нет? Это другой вопрос. Акцент на другом поставить. Как он выдерживает вообще все это несколько раз? То есть, вот посмотрите, у него мать убили, он вернулся, мать жива, то есть он вернулся в прошлое, мать жива, Хинадзуки подружился, смог ее спасти, но потом выясняется, что это спасение вообще не сработало, на следующий день его все равно убили. Он снова вернулся в будущее. Снова неудача, причем колоссальнейшая неудача. Мать снова мертва, Хинадзуки мертва. А теперь перемотка еще раз назад. Это психологически очень сложно. Я даже не могу представить, каково это. Причем он вернулся назад, не зная, вот сможет ли он отмотать снова все и исправить. Потому что, как мы поняли, его способность помогает реально менять судьбы людей. Потому что он реально спасает. То есть, если то есть тут не работает такая вещь, что время все равно все поставит по своим местам. Нет, тут это не работает. Тут все изменится. Но он уже вот до ручки дошел. Он уже дошел до такой ручки, что хочет даже мать Хинадзуки он убьет. Лишь бы все остались целы. Вот
он не хочет больше испытывать вот этих вещей. Возвращаться туда-сюда, это эмоциональное потрясение, в конце концов. Это очень глубокое психологическое нездоровое состояние у человека складывается. И хорошо еще, что Кения появился. Если честно, я думаю, что Кения засланный. Вот у меня такое смутное ощущение. Но буду надеяться, что хоть кто-то искренне хочет помочь. Юки немного психанул из-за Хинадзуки. Так, немножечко испугался. Странно. Но я сейчас за Сатору, мне за Сатору сейчас очень интересно следить, потому что парень, правда, в очень таком состоянии. Снова мать увидел живую Хинадзуки. Причем Хинадзуки увидел самый счастливый момент, когда пик их отношений дошел. Это был поход в музей. Мы будем надеяться, что вот 2 число все, проскочим. Надеюсь, это будет наверняка. Эпизод 7. Неуправляемый. Неуправляемый. Серия называется «Неуправляемый». Пришли. Старый школьный автобус. Говорят, школьный хоккейный клуб проводил в нем Кажется, это собрание. было на афише. Привет. Все-таки пришли? Да. Проблем не возникнет? Нет. Им выделили новый автобус, а здесь теперь склад. Супер. Кения им помогает. Откроем вентиляцию, прежде чем разжечь печку. Бензин принесли. Все заржавело. Старайтесь, чтобы вас не заметили. Как, если Ладно. они печку включат? У меня просто... понятно. Здорово. Круто. Закрыть. Идеальное убежище. Я бы сам здесь пожил. Правда, ванной нет. Ничего. Жизнь в большом доме не гарантирует счастья. Это, кстати, правда. Ладно, Но Я надо пошел домой. свыкнуться с этим. пока, Хиназуки. Я тоже домой, но к середине ночи вернусь. Постучу 3. Да Спасибо любой вам. может постучать Сатору. 3. Кенья. Пустяки. Мы ведь друзья, Кайо. Я же обещал защитить тебя, Кайо. Совсем дурак. Понял. Защитить Кайо, да? Я просто нарушил тишину. Сам ее так же назвал. Да, звучит не очень. Буду ее Хиной звать. Ведь Кайо ее зовешь ты. Спасибо. Сказал же, не благодари. К тому же, самое сложное Это впереди. еще да. Как мы все это объясним Согласен. старшим? Слушай, если кто-то узнает, скажи, что ничего не знал. Ага. По-любому. Короче, в отрицалово и в несознаку. Долго же вы Еще ходили. Прости. По пути остановились и немного поболтали. Немного. Тебе случайно мама Хиназуки не звонила? Нет, не звонила. Ясно. Завтра я рано уйду, так что ложись спать. Поужинаю этим. Но мать всегда чувствует, когда ребенок врет. Сейчас по-любому откроет глаза. Да, открыла глаза. Входи. Еще не спишь? Не хочется. Я готов. Понимаю. Есть хочешь? Вкусно. А то. Давно уже лапшу Круто не ел. есть лапшу ночью, да? У меня впервые такая ночь. Ничего какая. А, Зато спокойно и понятно. без побоев. Мы с Кенией и ребятами летом в поход собрались. Кайо, идем с нами. Не знаю, смогу ли. Сможешь. Да. Но это долго продолжаться не может. Попали. Подъем. Уже Ого. утро. В обнимку заснули. И сейчас. А? Хорошо, что зашел. Вы должны уйти до прихода учеников школы. Да, точно. 3 3 марта. Кайо Пережили еще один день. опаздывает.
Обеденное вещание. Ребята, не забудьте помыть руки перед едой. Пока ничего не произошло. Как думаешь, мать Хиназуки уже вызвала полицию? Вряд ли она уже искала ее. В прошлый раз Так. Хиназуки вернулась домой около Так. 9. После этого мать и ее любовник избили ее. И они заперли ее в сарае, но в 11 ее уже не было. Так. В половине первого, 3 марта, мать Хиназуки позвонила моей маме. А перед рассветом 3 числа похититель убил Хиназуки. В этот раз мои действия, действия Хиназуки, ее матери и убийцы полностью изменились. Что же случится теперь? Вот теперь уже все. Он прошел ту точку. Теперь надо быть начеку Это все Яшира время. Гакта из начальной школы Микото. Да. Будьте добры. Только Казу и Асаму не Он говори. позвонил в газету. Прости, что впутали тебя в это, Хироми. Что бы ни случилось, я рада, что вы мне доверились. Хироми. К тому же Мари вернуться домой не раньше 8. Короче, он потихоньку всю братью. Ты прости, Кайо. Заставили тебя сидеть здесь. Ну что-то. Не впервые так весело. Да, то. Я рада, что решила И сюда не прийти. больно. Завтра гляну, что там у тебя дома. Ее матери придется вызвать полицию. Да. Слушайте, кажется, я догадываюсь, что происходит. Да ладно. Ну что дальше? Не волнуйся. Ответственность беру на себя. М. Совсем дурак. Да? Если скажу, что сама это придумала, а вы помогали, Два туза. никого не обвинят, верно? Я победила. И правда. Об этом я Да, не кстати. подумал. По пути домой Кинья сказал, ты ведь не подумал об этом, Сатору? Ты прав, сказал я и добавил. Таких, как она, я считаю героями. Не, ну правда, ситуация на самом деле очень на волоске. Мне кажется, это сейчас мать Сатору. Сатору пришел. Твою! Твою же мать! Твою же мать! Твою же мать! Твою же мать! Надеюсь, ее сейчас не убьют. Очень надеюсь, что это сейчас мать Сатору. Очень на это надеюсь. Кстати, вот самая лучшая часть вообще всего этого аниме, это... самая лучшая часть, это вот эти моменты. Моменты в прошлом. Общение с Хинадзуки, общение с матерью, общение с Кенни, Хиноми. Кенни все-таки, мне кажется, засланным. Ой, господи, мне кажется, засланным. Позвонил в... Учитель позвонил в газету, как я понял. Интересно, очень интересно. Господи, я реально думаю, что это этот препод. Что это вот этот преподаватель и есть убийца. Я серьезно так думаю, и мне кажется, он там что-то новое придумал, чтобы замести следы. Я реально в это верю. Но я уже, если честно, Юки потихоньку начал. Нет, не подозревать, но как-то замешан. Сам момент, вот и еще кое-что хочется сказать. Хинадзуки, да? Вот представляете сейчас маленькую девочку, которую живет вот в трейлере, но она счастлива. Представляете, до какого ее бедную девочку довели до состояния, что она прячется. Вот так прячется. Каждую вечер избивают. Избивают до смерти. Это как им нужно выдерживать? Не понимаю, правда. Сатору сам сейчас, имея более зрелые мозги. Кстати, по поводу этого. Изменения в поведении все могут заметить, но не все могут проанализировать. Существует такой тип мышления в реальной жизни, кто может это на инстинктивном уровне прочувствовать. Меня терзает один вопрос. Сатору, кто ты такой? Кения один из таких. Умен не по годам. Даже слишком.
И у меня это вызывает, если честно, смутные такие подозрения. Смутные сомнения. Я реально думаю, что он заслан, потому что там с преподавателем так общаться. Я помню этот кадр, когда он с преподавателем общался. Ночью. В классе. Под страшную музыку. Бам! Очень надеюсь, что он не под его таким очень плохим влиянием, скажем так. Я вообще, если честно, надеялся на то, что Сатору найдет своих школьных друзей в будущем. И Кеню, и остальных, на самом деле. И я также очень надеюсь, что вот сейчас тот, кто зашел, это будет мать Сатору. Я вот очень на это надеюсь, потому что та проснулась, значит, она там проанализировала ситуацию. Ну, третий день, второй мы пережили. Вот, надеюсь, третий сейчас тоже переживем, очень надеюсь. Была, на самом деле, очень хорошая серия, и давайте откровенно, намного лучше, чем предыдущая. Предыдущая это была откровенная дедуктивная работа. Здесь эмоционально, наконец-то, вот зацепила. Ну, я говорю, может, это для меня, потому что для меня эти серии, которые в прошлом, намного ближе цепляют. Может, из-за детской наивности, из-за того, что дети пытаются предотвратить убийство. Наивность, граничащая с жестокостью этого мира, очень привлекает. Может, поэтому очень популярны эти и сериалы, и фильмы, и фэнтези-романы, где подростки спасают мир. Может, поэтому. Вот такие, как, были популярны несколько лет назад и «Голодные игры», и «Дивергент», и так далее, и тому подобное. Что ж, это была уже 7-я серия города, в котором меня нет. Да и, надеюсь, никогда не будет. Кстати, вот, оправдывает свое название. Хинадзуки убежала из города, в котором ее нет. То есть это ее дом, это тот город. И вот она ушла из него, и пока она не там, она счастлива. Ну вот, теперь уж точно, это была 7-я серия аниме «Города, в котором меня нет». Увидимся уже на 8-й серии. Удачи и берегите себя и своих близких. Никогда не знаешь, когда можешь их потерять.